В очередной раз наблюдаю дискуссию относительно прошедших по всей стране митингов. Мне, конечно, очень неудобно в сотый раз повторять вам какие-то банальные вещи, но раз возникают вопросы, надо на них отвечать. 9 сентября Алексей Навальный призвал людей выйти на улицы городов против пенсионной реформы. Здесь я сразу бы хотел отстраниться от личности Алексея Навального, так как для дальнейшего повествования совершенно не важно, кто призвал людей выйти на улицы и по какому поводу. Давайте упростим картину. Оппозиционный политик призывает своих сторонников выйти на митинги против реформ. Что здесь надо понимать? Я поддерживаю любые настоящие протесты и считаю, что они полезны для страны. Не надо забывать, что выход на улицу – это очень естественно и правильно. Это правило вообще-то гарантировано 31 статьей Конституции, которая гласит, что граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Это совершенно нормальная часть диалога между обществом и властью. Власть пытается убедить людей, что выходить на улицу и что-то требовать – это неправильно. Это что-то как такое, вот, что нормальные люди так не делают. Хотите, как на Украине, говорят и пугают они нас. Попытки дискредитации протеста, они, в принципе, понятны. Тут ничего не поделаешь. Конечно, для Кремля куда лучше, чтобы все сидели тихо по домам и только раз в год приходили на избирательные участки переназначить царя. Если кто-то считает, что он максимально эффективен на диване, это его право, сидите дальше на диване. А другим оставьте право отстаивать свои права так, как они считают нужным. В протестах заинтересованы все. Это хороший сдерживающий фактор от беспредела. Да, это крайняя мера, когда кто-то вконец охуел. Так бывает. Ну, давайте представим себе ситуацию. Гопарь в вагоне метро. Он должен понимать, что если он будет распускать руки и портить воздух, то другие пассажиры наваляют ему по голове. Возможно, это звучит слишком грубо, но когда гопарь понимает, что ему будет дан отпор, он не распускает руки и ведет себя вполне прилично. Если он понимает, что все будут сидеть тихо и никто на него обратит внимание, он начинает немножечко охуевать. С властью такая же история. Это тот же самый условный гопник в вагоне метро. И он должен понимать, что если начнет портить жизнь другим пассажирам, то его быстро поставят на место. Как только появляется ощущение безнаказанности, начинается беспредел. Я снимал много протестов в Германии. В основном левые разных мастей бились с полицией, крушили города. Нам это сложно понять, у нас до такого еще не доходит, но в Германии это вполне естественно. Несмотря на то, что большинство немцев не разделяют ценности леваков, протесты принимают вполне нормально. Потому что сегодня леваки бьются за свои права, а завтра пойдут обычные немцы. И если общество начнет дискуссию, а кто вообще может выходить на улицы, то очень скоро окажется, что на улице не может выходить никто. Поэтому еще раз хотел бы обратиться к своей аудитории. Вы можете как угодно относиться к Навальному и его сторонникам, но вы не имеете никакого морального права осуждать людей за то, что они выходят на улицу. Потому что сегодня выходят они, а завтра выйдете вы. Именно поэтому, кстати, я против запретов гей-парадов в России, потому что вы, опять же, вы можете как угодно относиться к ЛГБТ-сообществу. Но если мы сегодня с вами решаем, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации не могут, не имеют права отстаивать свои права, то потом уже не выйдет никто. И всех сожрут. И либералов, и коммунистов, и националистов, и попов, и ментов. Пожалуйста, подумайте об этом. И позиция тут может быть только одна. Любой человек или группа людей имеет право на мирный протест. Задача властей не рассуждать на тему «этим мы разрешим», а этим мы не разрешим. Задача власти обеспечить безопасность. И все. Вам не нравится, что оппозиция что-то требует? Ну так ведите цивилизованную дискуссию. Для этого есть дебаты перед выборами, для этого есть СМИ, различные там площадки, передачи. А у нас же нет дебатов и почти не осталось свободных СМИ. Ну тогда сорян. Еще один важный момент по поводу детей. Каждый раз после митинга возникают разговоры, да там же дети... неразумные выходят, сопливый протест, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Хочу ответить людям, кто пишет про детей. Дети, которые выходят, куда разумнее и дальновиднее, чем вы. Я понимаю, конечно, это обидно, когда у вас не хватило духа, когда вы ссыте, что вас уволят с работы, что у вас будут какие-то проблемы, а ваш ребенок не сыт и не боится. Это обидно, да, это неприятно, но тут ничего не поделаешь.
Дети должны интересоваться политикой с того возраста, когда им это становится интересно. Сейчас моей дочке 8 лет. Как только она начнет задавать вопросы про политику, мы с ней будем политику обсуждать. Как только она захочет пойти на митинг, она туда пойдет. Я, конечно, сделаю все, чтобы объяснить ей, как себя нужно правильно вести. Я ей расскажу законы, я ей расскажу про политику, то, что я знаю. Но я не буду отговаривать ее и тем более ограничивать или ругать, если она займется политикой и будет участвовать в каких-то акциях. Более того, я с удовольствием смотрю на молодых ребят, которые несут свое мнение и готовы его отстаивать. Эти ребята вызывают у меня восторг. Я горжусь тем, что живу с ними в одной стране. И они живое доказательство того, что еще не все потеряно. Хотел бы обратиться к детям. Я знаю, меня смотрит много молодежи. Интересуйтесь политикой. Поддерживайте лидеров, которые вам симпатичны, чьи идеи вам близки. Распространяйте эти идеи в своих социальных сетях. Ходите на протестные акции. Это единственная ваша возможность вырасти достойными гражданами России и прожить свою жизнь в сильной и процветающей стране. Также можно услышать, что Навальный специально провокатор, выбирает такой, чтобы испортить людям праздник. Люди пришли на День города, а тут митинги. Ну как же так? Вот как он москвичам посмел испортить праздник? Этот аргумент вообще, мне кажется, довольно стыдным. Есть какие-то приоритеты, и народные гуляния явно не первостепенные для общества потребности. А если вы хотите сказать, что праздник вам важнее отстаивания прав и свобод, то мне жалко такое общество, которое променяло свое будущее на фейерверки. Вы можете участвовать в митингах, вы можете эти митинги игнорировать, но вы не имеете морального права осуждать тех, кто выходит на улицу. Потому что каждый из нас окажется в ситуации, когда единственный вариант добиться правды, защитить свою семью, отстоять свою землю, будет улица. И в этот момент очень важно не оказаться одному. Распространите это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и обязательно участвуйте в политике. Всем пока.